Филипп, или же Фил Уотсон, более известный в сети как Филза, также именуемый Дадза, английский стример на YouTube и Twitch, известный тем, что играет в одну непрерывную игру Майнкрафт в режиме хардкор в течение 5 лет. Родился он 1 марта 1988 года, и на данный момент Филу 33 года. Фил познакомился с Кристи на одном из стримов во время второго сезона «Хардкор выживания», а 11 марта женился на ней, предварительно сделав предложение на вершине турнира хайроллеров в Лас-Вегасе, штат Невада. Он является частью группы ютуберов Sleepy Boys Inc. вместе с Technoblade, Wilbur Soot и Tommy Innit. Фил создал свой канал 14 сентября 2006 года. Тогда YouTube был совсем другой платформой, которой едва был год и которая только недавно была куплена Google. Тогда 18-летний Фил снимал видео по Halo 2, Skate 2 и 3, Sonic и так далее. Вскоре он стал играть в них на стримах, которые на тот момент проводил на Justin TV. Но в 2011 году вышел Minecraft, который стал немедленным успехом. Необычный стиль, открытый мир и бесконечные возможности привлекли многих, в том числе и Филза. Хоть игры до этого и нравились ему, ни одна не могла задержаться на дольше, чем на пару лет. Ни одна до появления Minecraft. Особенно Фила привлек именно хардкор режим Майнкрафт, поскольку там у тебя в любой момент есть риск погибнуть и потерять все. Именно такой риск и понравился ему. И с этого начались сезоны Майнкрафт Хардкор. На канале Twitch у Филза более 2 миллионов подписчиков и более 10 миллионов просмотров. В основном он транслирует себя, играя в хардкор выживания в Майнкрафт. Также он иногда ведет стримы во время событий Майнкрафт, таких как Minecraft Championships. Первый сезон хардкор выживания Филза начал 7 февраля 2012 года. Начало не задалось, но недели позже он вернулся снова, только уже подготовленный. В течение всей первой серии Филзе удалось успешно получить каменные инструменты, построить убежище под землей и на этом закончить выпуск. В последующих эпизодах он исследовал мир, нашел место, которое можно назвать домом, и уже скоро впервые попал в Незер. Фил обнаружил крепость и, успешно добыв нужные предметы, вернулся домой. Перед походом в край ему нужно было подготовиться, так что он обосновал дом в деревне, обучился делать зелья, собрал армию собак и узнал, как зачаровывать вещи. В 70-м эпизоде, спустя месяц после начала выживания, Филза отправился на битву с драконом края. В итоге Фил вышел победителем, впервые убив финального босса, ни разу не умерев. Когда он прошел через портал края, то оказался не дома, а на спавне. Абсолютно потерявшийся, Филза решает на этом закончить выживание, поскольку дракон был убит, а игра пройдена. Через 6 месяцев после съемок выживания с модами, прохождения различных карт и нескольких других игр, Фил решил вернуться в мир первого сезона. Oh yes, it's time. We're going back into it. And I'm not sure if I'm excited or shitting myself because this series just fucking gave me almost like 20 heart attacks. С помощью видео он смог найти дорогу к дому и решил подготовиться к убийству нового босса, Визера. Постепенно развиваясь, Фил улучшил свой дом и сделал коридоры с незер-порталами для удобного перемещения по нужным ему местам. Все складывалось замечательно, пока Фил не сообщил, что после отключения электричества его жесткий диск умер, в связи с чем его хардкор-мир, скорее всего, потерян навсегда. Recently I just had a power outage in my area. Now, everything in the house is fine, but one thing, my PC. What's really annoying is that my Minecraft hardcore mode save world is on that hard drive. После очередного большого перерыва Филза начал второй сезон. Это сезон, который увидело большинство из Minecraft комьюнити. В самом начале нового сезона оказалось, что данная попытка закончится быстро, поскольку Фил заспавнился на острове. Уже вскоре стало понятно, что Земля совсем недалеко и шансы на успех увеличивались. Выживание проходило гладко, Фил залутал деревни, данжи. Перед походом в Незер он организовал стол зачарований, а когда был готов, снова отправился в новое измерение. Его портал заспавнился в адской крепости. Удача Фила на этом не заканчивалась, и уже со второго визер-скелета ему выпала его голова. В Майнкрафт шанс выпада головы скелета 2%. Далее он построил дом, который мало чем отличался от дома из первого сезона, и стал блуждать по миру, параллельно готовить к битве с драконом. Ему постоянно попадались деревни, пустынные данжи или джангл-данжи. Однажды без камеры Фила чуть не убил маленький зомби у спавнера, но Филзу удалось выжить.
Когда Фил подготовил кирку на удачу, то выкопал все алмазы, найденные им в шахтах. Когда же Фил отправился в крепость Края, то, уже переплыв море, заметил что-то странное в воде. Это была крепость, выпирающая из-под воды наружу. После убийства Эндер-дракона Фил решил работать над строительством. Первым он построил зомби-статую на макушке своего дома. Когда спустя немного времени база была закончена, Фил начал работать над Незером. Он проделал дыру в бедроке, устелил пол крепости полублоками, чтобы там больше не спавнились зомби, и настроил работу порталов. Позже он нашел подводный храм и только после подготовки решился зачистить его. Когда же храм был чист, Фил начал работать над новым большим проектом, который в будущем станет лицом его канала. Он засыпал храм песком, чтобы полностью осушить от воды. Когда с этим тоже было покончено, Фил начал усердно работать над ландшафтом вокруг и самим зданием. И вот уже стеклянные стены окружают обновленный храм, под которым расположилась ферма гвардов. Но когда Фил уже постепенно завершал постройку, он узнал о том, что его хороший друг Мэтью Адамс погиб. Фил взял необходимый ему перерыв в съемках, а когда вернулся, решил посвятить свою постройку Мэтью. Так что это будет мотивировать его не бросить сооружение и сделать его настолько хорошим, насколько он был способен. Когда проект был завершен, Фил наконец смог увидеть, насколько хорошим может быть в строительстве. Новая масштабная постройка не заставила себя долго ждать. В следующей идее Фил решил сделать город в небе. В качестве основы он снова использовал подводный храм. К времени завершения города прошло 3319 Майнкрафт дней, что значило, он провел уже от 550 до 1000 реальных часов. Его следующая идея была Chaos Caverns, пещеры хаоса. Идея заключалась в создании гигантских пещер, в которых были бы заключены все враждебные мобы. Спустя 1,5 года проект был завершен. К тому времени его хардкор-выживание продлилось уже 4 года. Фил был на YouTube и Twitch уже более 11 лет и стал в разы лучше в Майнкрафт. На его канале тогда было 2000 подписчиков. Спустя 11 месяцев 30 апреля 2019 года, когда Фил работал над гигантской подземной фермой ведьм, он умер из-за паука, малыша-зомби в сете золотой брони, отчасти зачарованной, и крипера. I knew it. No! Really? That's how I die? Oh my god, I'm fucking stupid. I'm fucking stupid. Oh, a baby zombie. A baby fucking zombie. Спустя 5 лет второй сезон хардкор-выживания был окончен. Итоговый счет 761 246. Фил, что совершенно понятно, был очень расстроен. Он больше не мог быть частью мира, в котором он провел более 5 лет, и в котором построил множество построек, которыми он бы мог гордиться. Но вместе с чем-то грустным пришло нечто поразительное. Люди стали делиться историей парня, который потерял 5-летний хардкор-мир. И уже скоро, после 14 лет на YouTube, о Филзе узнали. I'm in it. It's me. It's actually just feels I had a good run. We did it. Oh my god. Just all the things. 2.6 million views now and counting on the montage video. 68,000 YouTube subs. We went from 2,000 to 68,000. What? It's just all the things. Thank you guys so much. Thank you so much for all the support. Like, holy shit. 23 октября 2019 года Фил сообщил, что починил свой старый жесткий диск и во время стрима вновь посетил мир первого сезона своего хардкорного сериала, чтобы погрузить всех в ностальгическое путешествие. Третий сезон начался на новой версии 1.14 уже вскоре после смерти во втором. Он продлился только 1,5 недели. Фил исследовал мир, был в Незере, убил Эндер-дракона, но умер на 24-часовом стриме из-за бага, заставляющего игрока идти назад после прохода через врата края. Итоговый счет 37 292.
4-й сезон начался через 5 минут после смерти в 3-м. Выживание проходило по точно такой же схеме, как и в 3-м. Только на этот раз Фил знал о баге и в случае чего был готов ко всему. Но все прошло гладко, Фил заполучил элитры, построил ферму опыта и начал работать над другими фермами, чтобы добавить ресурсы с максимальной скоростью. Следующим большим проектом был Atlantis. План состоял в полном затоплении центрального острова Энда и создании внутри подводной среды. Постройка предстояла быть огромной, но у Филза теперь было полно времени, так как он бросил работу и теперь мог посвятить все свое время на каналы и стримы. Через 4 месяца проект был завершен. Следующей идеей было очистить участок в Незере от бедрока на полу до бедрока на потолке и окружить это гигантское пространство черным бетоном. Так оно выглядело как пропасть, и внутри этой искусственной пропасти Фил построил большую кварцевую крепость, кристальную структуру, которая еще и фермовизор скелетов, летающие островки и корабли, словно бы готовые атаковать. На этом проект The Nether Void, адская пропасть, был завершен. После постройки кварцевой крепости Филза перестал толком заниматься каналом, но на Твиче начал свою новую идею, напоминающий подводный храм из 2-го сезона Flower Fall – цветочное падение. В течение 4-го сезона Фил придумал лор для своего мира. Согласно ему, в его мире существуют боги, каждый правящий определенными территориями и владеющий уникальными силами. Хуже всех король Энда, поскольку тот всегда хочет забрать лучшие территории других миров. Однажды он захотел забрать адскую крепость, и у него это получилось. Так была создана The Nether Void, которую потом пыталась восстановить императрица Блейзов созданием кварцевой крепости. Но король края не остановился на этом и похитил подводный храм, принадлежащий повелителю океана, который спал во время нападения. Когда руины посреди океана были замечены, другое божество решило помочь восстановить территорию созданием храма Flowerfall. Вскоре король края захотел объединить Незер, обычный мир и Энд в одно измерение, что породило крупный конфликт. В конце концов, король края проиграл. Это поражение породило в краю то, что мы сейчас знаем как Atlantis. Но на этом история не окончена, и Фил продолжает выживать в своем мире вот уже на протяжении 2 лет. Minecraft Championships – это турнир Minecraft для пользователей YouTube и стримеров, промодивый Nox Crew, в котором 10 команд по 4 человека соревнуются в серии из 8 мини-игр, выбранных участниками. Множитель очков увеличивает ценность каждой игры по мере прохождения раунда, побуждая команды голосовать за игры, в которых они могут оказаться плохими в начале события. В конце концов, 2 команды с наибольшим количеством очков встречаются в раунде Dodgeball, чтобы определить победителя турнира. Это позволяет команде на 2-м месте выиграть, несмотря на то, что у нее потенциально меньше очков, чем у команды на 1-м. Филза участвовал в Minecraft-чемпионате 17 раз, пропустив только 3-й чемпионат, поскольку он был занят женитьбой. Команда Фила побеждала дважды, оба раза Филза был в команде с Wilbur. В 4-м Minecraft-чемпионате в команде Фиолетовые панды с Technoblade, Wilbursuit и Tominit, где сам Фил занял 3-е место индивидуально, и в 12-м Minecraft-чемпионате, где Филза был в команде Зеленые Стражи Stop L, George Not Found и Wilbursuit. Фил занял 2-е место. В общей сложности Филза и Уилбур были в одной и той же команде на Майнкрафт-чемпионате 11 раз. Филза, также известный как Фил, является 25-м участником Dreamers MP, присоединившимся 16 ноября 2020 года, учитывая, что Mexican Dream стал 26-м участником. Он бывший житель Ламамбурга и член синдиката. На сервере он каноничный отец Уилбурсута и дедушка Фанди. Хотя Фил неоднократно помогал Ламамбургу, он не поддерживал правительство.
Сначала он присоединился к серверу в попытке помешать Уилбору уничтожить Ламамбург во время войны Манбург против Пактопии. Ему не удалось остановить Уилбора, но он помог убить иссушителей во время битвы, и после этого принял просьбу Таба помочь восстановить и жить в Ламамбурге. Однако, живя в Ламамбурге, он открыто не соглашался с действиями правительства и часто навещал своего давнего друга Техноблейда, врага Ламамбурга. Он также выступил против правительства после того, как армия мясников поместила его под домашний арест и попыталась казнить Техно. В результате, после того, как Техно вырвал его из-под домашнего ареста, Фил переехал к нему. Фил засражался на стороне Техно и Дрима в войне Судного дня, которая, как он надеялся, отправит сообщение жителям Ламамбурга. Он непосредственно способствовал разрушению Ламамбург спавня визоров. В настоящее время Фил является членом синдиката, организации, созданной Техно, который стремится поддерживать сервер в анархичном состоянии и устранять любую угрозу со стороны правительства. Хотя это не показано на его скине в Майнкрафт, Фил канонически изображен с крыльями, которые обычно темно-серого или черного цвета, как ссылка на его любовь к элитрам в хардкорном мире. Хотя изначально он был ориентирован на фанатов, Фил позже подтвердил, что он каноничен. В результате того, что он защитил Уилбора от первого взрыва Ламамбурга, они получили необратимые повреждения и впоследствии стали непригодными для использования. Он также заявил, что если бы он умер канонически, его призрачная форма могла бы увидеть возвращение этих крыльев, изображенных в игре в виде элитр, навсегда привязанных к его спине. У Фила только одна жизнь на сервере, несмотря на отсутствие канонических смертей. Это из-за его популярной репутации стриминга Майнкрафт в хардкорном режиме, когда вы не можете возродиться после смерти. Фил — единственный человек на сервере, у которого по умолчанию одна жизнь. Из всех участников Dream SMP Фил заявляется одним из самых уважаемых и считается относительно влиятельным, несмотря на то, что он не имеет официальных титулов ни в одной стране. Обычно он стойкий, добрый и трудолюбивый, заботящийся о выполнении мирских задач, таких как заполнение кратеров от лианы и починка путей. Сначала он казался миролюбивым, протягивая руку помощи нуждающимся. Несмотря на это, Фил далек от пацифиста, он не боится отказаться от своей миролюбивой натуры и вернуться к своему классическому хаотичному поведению под давлением окружающих его людей. Фил – серьезный человек, мудрый и готовый дисциплинировать людей, если они нарушают правила или создают проблемы. Фил эффективен и стремится решать проблемы наиболее простым способом. Например, когда он определил, что Ламамбург был развращающей силой, стоящей за спиралью безумия Уилбора и насилием армии мясников, он попытался положить этому конец как можно скорее, по возможности помогая в его разрушении. Фил не боится занять определенную позицию, когда ему это нужно. Хотя он работает на благо людей в целом, эта широкая перспектива мира не позволяет Филу уловить нюансы, о чем свидетельствует его неспособность проявить сочувствие Гоустбору после Судного дня. Первоначальная идеология Фила была неясной из-за отсутствия у него знания о политическом ландшафте Dream SMP. Однако, работая вместе с Табу над ремонтом Ламамбурга, Фил понял, что правительство может быть не очень хорошей идеей, и начал пересматривать свою позицию в отношении анархических идей Техноблейда, особенно после того, как увидел, как Таба ворует у других во имя налогообложения. После допроса Фил объяснил, что он не обязательно против правительства, но только в том случае, если оно помогает людям. Он отметил, что на сервере правительство постоянно подводило людей, а не помогало им. Фил, кажется, желает лучшего мира для людей в целом. После того, как его поместили под домашний арест и его дом был осквернен армией мясников, Фил теперь полностью разделяет анархические идеи Техноблейда, который сильно не любит правительство Ламамбурга, поскольку видел, как оно превращает хороших людей в тиранов. Фил готов принять хаос своего друга в поисках по-настоящему свободного сервера. Он понимает, что анархия — это нечто большее, чем хаос и насилие, и у него есть собственные причины для достижения анархии помимо техно. Филза не сожалеет о Судном дне, говоря, что хотя он понимает, насколько важен Ламамбург был для людей, это должно было произойти. В целом идеология Фила проста. Если система закона идет на пользу людям, она может остаться. Если система закона угнетает людей и не приносит пользы, эта система должна быть отменена. То, что канонический возраст Филза достигает несколько веков, определяет как его личную идеологию, так и социальные взаимодействия. Он говорил самому о том, что горе от того, как умирают его близкие, сильно тяготит его, но он заставлял тех, кто причинял им боль, страдать так же сильно. Это также сформировало его моральное убеждение, что он очень ценит людей, а не имущество и предметы,
что повлияло как на его решение участвовать в судном дне, так и на его мысли об этом впоследствии. Фил не подтвердил, бессмертен ли его персонаж, только заметил, что его персонаж знает лишь, что он не умрет. Фил зачасто ссылается на возможность своей смерти в будущем, говоря «когда, а не если». Филза заявил, что его чат Twitch представлен в SMB как стая ворон, которую только он может понять. Эти вороны преследуют его повсюду, и он должен их постоянно успокаивать. Донаты – это безделушки, которые приносят ему вороны, а значки канала, подписчика – это ожерелье, которое он подарил разным воронам. Интересные факты. В начале 2000-х Фил переехал из Нидерландов в Великобританию и с тех пор живет там. Фил является поклонником Блич, что видно на его скине Майнкрафт. Фила часто называют Фил за Майнкрафт из-за его прохождения второго сезона в хардкорном режиме. Его также часто называют Дадзе из-за его канонической роли в Sleepy Boys Inc. Вот почему его жену часто называют Мамзой. В Dream SMP, когда Фил встречает малыша-зомби и Техно с ним, Техно пытается убить его сам из-за того, что произошло в конце 5-летнего выживания Фила в хардкорном режиме. Philza! Look out! There's only one thing worse than a zombie. Boom. A baby! No! Он самый низкий член Sleepy Boys Inc. и единственный, у которого рост не превышает 182 сантиметра. В видеороликах Том Минит и в Твиттере часто шутят, что Фил такой старый и изобрел Майнкрафт. Он так и не научился водить машину и не получил водительские права. Его день рождения в тот же день, что и у Сапнапа. Работа его мечты – работать в пекарне. Его любимый хлеб – тигровый хлеб. Раньше он был охотником на летучих мышей. Однажды он позвонил родителям Рамбо, чтобы убедить их, что Рамбо следует разрешить есть фастфуд. Спасибо всем большое за просмотр. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий, а также подписаться, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Андерлала. Всем удачи и всем пока!